Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаем для представителей знака Дева. Давайте посмотрим, что же вас ожидает на следующей неделе. Неделю с 16 по 22 февраля. Давайте посмотрим, какие же карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он, тем не менее, подойдет по дням, так как я этот расклад делаю по дням. Да? С понедельника по воскресенье. Возможно, у кого-то отыграются дни немножечко стерто, да, или не в той последовательности. Такое тоже может быть, но тем не менее этот расклад я делаю всегда именно по дням, потому что большинство из вас подходит он именно в таком формате. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я всегда очень рада обратной связи с вашей стороны, поэтому, девы, пишите, не стесняйтесь. Вторая дополнительная колода у нас для уточнений, для разъяснений каких-нибудь дополнительных, может быть, фоновых значений каждого дня. Ее я также сейчас перед вами перетасовываю, и мы с вами сейчас начнем наш расклад. Итак, девы, неделя с 16 по 22 февраля. Давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, девы, давайте посмотрим, что здесь есть. Есть карта шута на первый день недели, на понедельник, выпадает с четверкой кубков. Здесь может быть, знаете, ситуация, где вы по карте шута, потому что она у вас выпала основной, проявляете какой-то интерес, любознательность в каких-то новых возможностях, которые вам здесь даются, но тем не менее вы, возможно, пугаетесь той неопределенности, которая вас ждет, если вы примете какое-то предложение или воспользуетесь каким-то шансом. Вы почему-то считаете, что он может не сработать, хотя на самом деле для вас это может быть хорошей возможностью, и вам нужно быть открытыми новым каким-то предложениям, новым возможностям, которые вам в этот день даются. Но вы почему-то можете бояться каких-то легких поступков или какой-то легкомысленности, и поэтому можете бояться сделать этот шаг, неизвестность. Дальше идет карта Мир, карта 21-го аркана. И здесь она с 8 пентаклей у вас. В целом у вас достаточно хороший такой, хороший успешный день, наполненный достижениями, триумфом, возможно, какими-то хорошими успехами в делах и на работе, когда вы сможете завершить какие-то важные для вас проекты или какие-то важные этапы рабочие, может быть, даже получить определенную выплату за выполненную работу. Также здесь может быть ситуация, где вы, может быть, имеете дело с кем-то, кто на расстоянии, и вы по 8 пентаклей интересуетесь, как у этого человека происходят дела, или кто-то куда-то едет, допустим, в этот день, и вас это может действительно здесь очень сильно волновать. И также вы можете по этой карте рассматривать какую-то возможность поездки. Может быть, даже здесь какие-то командировки могут быть по этой карте. Дальше у вас идет карта 7 кубков, много вариантов, много возможностей достижения вашей цели. То есть вы здесь планируете то, как вы будете приближаться к вашим целям, какие вы будете шаги дальнейшие делать для достижения своих целей. Возможно, вы здесь боитесь ошибиться в том, как именно вы это делаете, да, каким способом вы идете к этой своей вершине. Вы можете здесь по тройке жезлов пытаться обратить внимание других людей на то, что вам нужна помощь, поддержка, их участие, возможно, какая-то моральная поддержка. И при этом здесь вы действительно понимаете, что у вас есть важный выбор, который вам нужно сделать. И сделать это нужно, вот, скорее всего, в этот день или просто вот в середине недели, когда вам нужно будет, может быть, поддержка и участие какой-то третьей стороны, чтобы вам подсказали или сделали какой-то совет, там, ваши родственники, допустим, ваши друзья в том, как лучше поступить, потому что у вас, может быть, правда, трудности с определенным выбором здесь. Дальше карта Солнца на четверг, карта радости, карта процветания и успеха, радости, что у вас решаются какие-то
юридические вопросы или какие-то бумажные дела успешно решаются. Возможно, вам здесь удастся о чем-то договориться и добиться справедливости в каком-то вопросе. Это не обязательно даже что-то связанное с документами. Это вот просто как возможность добиться справедливости в каком-то вопросе, ответственности от какого-то человека. Когда вы четко и ясно видите происходящее тоже. И по правосудию это дает вам ощущение баланса, какого-то равновесия, что вы понимаете все и видите, как оно есть. Может быть, чья-то честность здесь станет для вас прозрением и озрением. Вы поймете больше, потому что кто-то вам честно выскажет то, что думает, то есть свою правду. Карта короля Пентаклей, карта вашей стихии, карта земного знака. И здесь с пятеркой жезлов показывает, что вы можете выполнять какую-то работу, направленную на зарабатывание денег, на то, чтобы преодолеть какие-то препятствия рабочие, какие-то размолвки, может быть, с коллегами по пятерке жезлов. Ну и в целом вы здесь справляетесь в принципе с любыми испытаниями или сложными задачами, которые у вас возникают на работе и касаются финансов. Может быть разногласие с земным знаком, как вы, то есть это Девы, Тельцы или Козероги. А дальше идет карта Колесница, 7-я в старших арканах, карта поездки, карта возможности какие-то дела решить, возможно, здесь успешно. Но при этом по 7-ке жезлов вам потребуется здесь мужественность, сила, желание решать какие-то проблемы и препятствия, которые могут возникать на вашем пути. То есть вам не так просто это достижение, этот прогресс дается, но тем не менее по 7-ке жезлов вы здесь справляетесь с этим достаточно успешно. Может быть ситуация, где вы куда-то едете, с кем-то встречаетесь, можете столкнуться с критикой или недопониманием со стороны других людей. Также у вас могут быть какие-то сложности, если у вас запланированы поездки в этот день. Дальше идет 5-ка пентаклей, какие-то проблемы, которые могут у вас возникнуть, неприятности с финансами, может быть какие-то дополнительные расходы или какие-то дополнительные траты незапланированные. И по рыцарю мечей вы будете проявлять очень много упорства, порывистости такой в том, чтобы решить эти вопросы, чтобы преодолеть эти препятствия. Может быть здесь какие-то спорные моменты возникают, касающиеся денег с окружающими людьми, вы можете выяснять здесь эти отношения. Возможно, это воздушный знак, то есть весы, близнецы или водолеи. Итак, дорогие мои девы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака. На следующую неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.